Привет, мои дорогие! Это не выпуск новостей, это перед выпуском новостей такой маленький обзорчик на происходящее, потому что информация валит с большим количеством, в большом количестве, точнее, и с большой скоростью, дорогие мои. И Зеленский предсказуемо, дорогие мои, идет на отказ от того плана, который сделали США. Но Трамп при этом не подыгрывает ему. Это, знаете, есть такая процедура в суде, когда нужно получить ответ, прочный ответ, на согласен ли он или не согласен. Ну, я имею в виду человек, которого судит там, на то, что ему инкриминируют. Вот то же самое произошло и сейчас. То есть Вашингтон ожидал его реакции. Это и есть та причина, почему Уитков не полетел. Потому что Уитков еще до полета знал, что Зеленский будет отказываться. Потому что Зеленский связался со своими поддельниками. Поддельники, если Аксиос знает, то знают и все. Ну, я имею в виду его поддельники. Поддельники — это европейцы. И, соответственно, он получил сигнал от них идти на отказ. Но Зеленский при этом, вы знаете, первый начал идти туда, в сторону мирного трека, только для того, чтобы его кто-то поддержал. Теперь разберем его отказ. Отказ его — это скорее игра на публику. Ну, это шаг слабого, да, и слабых можно так назвать, ну, так это называют в США. Но это ожидаемый шаг, потому что при согласии он бы себя утопил. А им нужно было подтверждение, официальное подтверждение Зеленского, что он идет на отказ, для того, чтобы переходить ко второй стадии. Вторую стадию я вам уже вчера говорил. Да? Это сбор коалиции, которая сейчас не может определиться. Я имею в виду там и Тимошенко, и кусок от партии зеленых. Ну вот сейчас ее будут формировать, но нужна какая-то смелость. Для этого и существует НАБУ, который сейчас навешивает статьи там полностью на всех. Но даже дело не в этом. Этот отказ дает США право там у себя сказать, что вот смотрите, это Украина, и также Европе сказать, что это Украина, дорогие мои. Сейчас я вам быстренько прочитаю именно сам отказ, а потом немножечко... Вот сейчас вот видео скорее про вот этот отказ и что это такое. Ну, это выстрел в ногу, дорогие мои. Я прочитаю непосредственно от экономиста. Экономист, который все время вылизывал жопу Зеленскому, и сейчас вот начинает против него топить. Прочитаю полностью статью, потом мы перейдем к отказу и вот разберем именно непосредственно эту тему. Ничего страшного. А того, что Зеленский отказался, это скорее, знаете, для того, чтобы кастрюли погремели. Ну, порадовались кастрюли, посмотрели на его потужность. Это, наверное, та же копия, только такая более дешевая, овального кабинета, когда Зеленский там потужничал у Трампа. Ну, для кастрюль. Это сделано именно для кастрюль. Вот там и Мосичук гремела, как основная кастрюля, да, которая рассказывала, что СБУ придет каждому. И сейчас та же ситуация происходит. Удивительно то, что большинство кастрюль сидят здесь, в Европе. И еще удивительно, что они даже после войны не хотят возвращаться обратно в Украину. Но зато сделать и навонять, и насрать так, чтобы просто всем, кто жили в Украине, было плохо. Вот это их основная задача. И вот как раз они на это и работают. Недавнее предложение, выдвинутое Стивом Уиткофом и Кириллом Дмитриевым, это еще такой, знаете, маленький звонок всем тем, кто держит до сих пор в себе мысль о том, что Мария Захарова ничего не знала. Да. Предложение, выдвинутое Стивом Уиткофом и Кириллом Дмитриевым. И Мария Захарова ничего не знала. Потому что я до сих пор читаю комментарии, есть убежденные люди в этом. Ну да ладно, пусть своими убеждениями остаются дальше. Представляет собой новый план для завершения войны в Украине. Он был представлен в тот момент, когда украинское руководство столкнулось с одним из самых серьезных политических кризисов, связанного с коррупционным скандалом. Это пишет экономист. План содержит требования, которые могут быть восприняты как ограничение украинской независимости, снижение численности украинской армии, уступка территории, признание русского языка вторым государственным. Эти условия ставят Украину перед выбором: либо мир с серьезными уступками, либо продолжение войны в условиях внутренней нестабильности. Основные положения плана
такие как снижение численности украинских войск до 40% от текущего уровня и уступок дополнительных территорий, представляют собой мощный политический ход, который, с одной стороны, может быть воспринят как дипломатическая победа России, а с другой, как попытка оказать давление на Украину в момент ее уязвимости. Важно отметить, что эти предложения не включают аналогичных шагов со стороны России, что ставит под сомнение истинное стремление к миру и скорее подчеркивает желание России добиться признания результатов конфликта, установленных на ее условиях. Лукавит экономист, потому что Россия же там будет отодвигаться на определенных территориях, уступая их обратно Украине. Да? И также на законодательном уровне они подписывают, что если Украина не в НАТО, то Россия не будет продолжать какие-то боевые действия. То есть там все это есть, но понятно, под кого играет сейчас экономист. Они сейчас играют под Зеленского. Они делают из него, изображают из него жертву, дорогие мои. И что он правильно сделал. Для Украины такие условия являются почти невозможными для выполнения, особенно с учетом того, что они угрожают суверенитету и территориальной целостности страны. Ну, я вам скажу, само вот это, да, возьмем еще до, да, там, разрыв Минских соглашений, других каких-нибудь соглашений, они также ставили под угрозу территориальную целостность. Почему сейчас все хватаются за это слово территориальной целостности, когда ее нет и ее не существует? Ну, на данный момент. Ее давно не существует. И чем дальше будет война, как я говорил, тем фронт будет приближаться к Одессе, да, там, к Молдавии, можно так сказать. Ну, к Приднестровью имеется в виду, Киеву. Потому что сейчас американцы встречаются с Лукашенко, потому что они прекрасно знают, что в какой-то момент Лукашенко также будет задействован в том, чтобы как можно быстрее завершить план капитуляции Украины. Поэтому тоже, знаете, манипулировать словами, что это касается целостности страны. Сейчас пролетит вертолет тут. Это тоже большое лукавство, дорогие мои. Сейчас он такой громкий. Вот. И спасибо. И использовать это как раз в подыгрывании Зеленского можно для того, чтобы укрепить его позиции именно действительно, что внутри, а не снаружи. Потому что США это сделали не с самого начала, а для того, чтобы Зеленский сказал да или нет. Все, им это важно, да? Поехали. Вопрос о том, как Украина должна реагировать на эти предложения, остается открытым. Внутренний кризис и коррупционные скандалы, с которыми сталкивается Зеленский, могут ограничить его возможность принимать независимые и твердые решения. Однако, скорее всего, в долгосрочной перспективе украинское общество отклонит такие условия, так как они противоречат основным принципам национальной безопасности и суверенитета. Что такое на сегодняшний день украинское общество? Это горстка невменяемых. Это реально, я их по-другому не могу назвать. Это горстка невменяемых. Это, можно так назвать, агрессивное меньшинство. Вот это что. Вот они и здесь бегают. Их меньшинство. Большинство украинцев это работяги, по сути. Большинство украинцев это те, которые не ходили на Майдан. Большинство украинцев это которые питают надежды и питали надежды на то, что Европа как-то каким-то способом сможет, да, там, не то что повлиять, а там, улучшить положение Украины. И это опять же большинство украинцев, которые в этом разочаровались. Один пришел, рассказывал про Европу, другой пришел, наворовал, рассказывал про Европу, третий пришел, перечеркнул себе договоренности и пошел на конфликт, а теперь заявляет про территориальную целостность. Так что большинство людей это те, которые не то что там мыслят как-то, ну я имею в виду в плане агрессивно, а это те люди, которые разочаровались, и те, которые ждут окончания войны для того, чтобы вернуться домой, или хотя бы, чтобы домой вернулись другие остальные, и начать жить уже дальше. Вот это вот большинство украинцев.
Те, которые питали какие-то надежды, поняли, что эти надежды ни к чему не приведут, кроме как к войне. Поняли, что Европа тут, ну, как вы сами понимаете, не особо жаждет видеть украинцев, вот, и помогать, кроме как собственные интересы проталкивать через вот таких, как Зеленский. И ждут окончания войны для того, чтобы нормальные, адекватные украинцы, для того, чтобы продолжать жить дальше. Потому что, ну, как бы, свой дом – это свой дом. Пальмы – это хорошо, ну, хорошо, это 2 недели, там, 2-3 недели в году. Но дома лучше, намного лучше. И стены, и улицы, и деревья, и природа, и животные, и погода, и все. Дома намного лучше. Вот что такое украинское общество, а не горстка тех, которые почему-то считают себя обществом и принимают решения за всех украинцев. Ну, я не беру и не считаю этих упоротых, которые здесь сидят, поддерживают войну, но домой возвращаться не хотят. Поехали дальше. С другой стороны, международная дипломатия часто использует моменты уязвимости, чтобы предложить компромиссы, которые на самом деле выгодны лишь одной стороне. Предложение Уиткофа и Дмитриева, еще раз подчеркиваю, не выглядят как реальная основа для мирного соглашения, а скорее как инструмент давления на Украину в ее сложной политической ситуации. Это также ставит вопрос о том, насколько США и Россия готовы работать над реальным мирным процессом, а не манипулировать конфликтом в своих интересах. В конечном итоге Украина стоит перед трудным выбором продолжать борьбу за свои интересы. Украина. Какая Украина? Зеленский – это не Украина. Несмотря на давление или согласиться на уступки, которые могут ослабить ее независимость. Этот выбор является ключевым, и от него зависит не только будущее Украины, но и стабильность в регионе в целом. Поехали дальше. Украина отвергает план США и России. Чиновники в Киеве заявили, что он полностью соответствует максималистическим требованиям Кремля и что без существенных изменений он не будет реализован в Украине. FT. Ну, это Financial Times пишет. Я скажу так, что до одного места. Абсолютно до одного места. Вот эти все паузы, вот эти все развороты, вот эти все попытки, они играют на руку Зеленскому, но они не играют на руку территориальной целостности Украины и не играют на руку тому же Трампу. Поехали дальше. Тут еще много чего интересного, да, по поводу этого. Без согласия Украины вы не получите поддержки европейцев. Любые попытки установить мир на Украине должны осуществляться с участием Киева, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это ее цитирует Bloomberg. Мы, европейцы, кто вы? Я вот не могу материться, когда вот смотрю на эту Каллас. Европейцы. Каллас всегда поддерживали долгосрочный и справедливый мир и приветствуем любые усилия. Да, накачивая Украину оружием, вы поддерживаете долгий и устойчивый мир. Именно. И приветствуем любые усилия по его достижению. Чтобы любой план сработал, он должен быть поддержан украинцами и европейцами. Какими? Вы Еврокомиссией и офисом президента? Это типа офис президента это украинцы? Ну, я не буду говорить о составе национальном составе, да, офиса президента. Какое количество из представителей офиса президента украинцы, дорогие мои? Я не буду говорить. И также Еврокомиссия, состоящая из прибалтов. Одной немки, Урсулы фон дер Ляйен, основные все это прибалты. Чтобы любой план сработал, он должен быть, это я уже прочитал, это совершенно очевидно, заявила Каллас перед встречей министра иностранных дел в Брюсселе, дорогие мои. Это просто, ну, сейчас вот еще поддакивалы есть такие, которых, ну, обязательно должен Блумберг выхватить. Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид Ван Вил, как и многие его коллеги, какие коллеги, чего фамилии не напишет, поддержали точку зрения Каллас. Это дело Украины, речь идет об украинской территории, речь идет об украинском суверенитете. Без согласия Украины вы не получите поддержки европейцев. Опять же, он сказал журналистам. Вы посмотрите, один и тот же текст. Они смс-ками высылают и давайте работайте над этим текстом.
Окей, теперь вывод. Пойдем. Вашингтон ожидал такой ответ. Им важно было зафиксировать факт, что Зеленский больше не контролирует ситуацию, блокирует решения союзников и пытается спасти собственную команду в момент, когда фронт рушится, а коррупционные истории лезут наружу одна за другой. Хочу объяснить, это не славянский менталитет, ну вот то, что происходит, потому что я с этим не то что сталкиваюсь, я это вижу. У них есть по процедуре такая штука. Им нужно ну, в западном мире, им нужно подтверждение, да или нет. Ну, типа, ты согласен или нет. У нас как бы все это, да, так, и так понятно. То есть мы не берем во внимание фиксацию этих ответов, да или нет. То есть тут могут собирать там целый суд только для получения одного ответа. То есть собирает суд адвоката, там, прокурора, судью, всяких других людей, да, там, подсудимого и так далее, для одного ответа, да или нет. Вот у них это очень важно по процедуре. Вот это сейчас произошла именно эта процедура. Для нас, ну, нашей ментальности, это непонятно. Зачем это делать, для чего, если и так понятно, да, что там, отказался или не отказался. Но для них это важно для того, чтобы это зафиксировать. И теперь США могут переходить к следующей фазе. То есть они получили подтверждение отказа. В фазе контролируемого демонтажа Зеленского. Когда лидер не справляется, его аккуратно снимают с доски, чтобы не развалился весь проект. То есть, ну, чтобы вообще вся Украина не развалилась и не утекла от них. Тут все упирается в простую математику. На одной Европе Зеленский не удержится. Вот давайте на этом заострим внимание. На какой Европе? Франция, которая уже отваливает. Германия? Ну, хорошо, окей, Германия. Кто еще? Дания? И сейчас там будут коррупционные скандалы. Норвегия? Ну вот сегодня ему поляки дают 100 миллионов. На Польше? На какой Европе? Вот мне интересно, 28 стран, давайте перечислим. Испания, которая пообещала дать 1 миллиард, а сейчас здесь идут такие дебаты по этому поводу. Сейчас они готовы порвать этого Педро Санчеса за его обещание, чтобы вы понимали. И поверьте, он не даст этот миллиард. И вот мне интересный вопрос Европы. На какой Европе он выехать собирается? Они, коалиция желающих, постоянно приглашают часть коалиции нежелающих, для того, чтобы коалиция нежелающих стала коалицией желающих. Ну, частью этой коалиции. Но после этого коррупционного скандала коалиция желающих стала нежеланной для коалиции нежелающих, дорогие мои. Вот и все. Поэтому, ну, как бы тут логично. Европа сама расколота, без США никто тянуть Украину не будет. А Вашингтон уже показывает, что больше не собирается спасать Зеленского. Ну, дорогие мои, итог – это будет фронт, как я и говорил. Сейчас давайте, ну вот просто по всей определенности. Трамп понимает, что они теряют Украину, потому что Украина – это проект Америки. Это их проект. Америка все это время тянула через USAID, вваливала туда кучу кэша с этим конченным Кучмой, да, который там коррумпировал все полностью, и страна до сих пор коррумпирована из-за него, да, который разрешил Америке сделать кучу НКО. Потому что, давайте так, Путин выгоняет их из России, куда им деваться? В Украину. Все те НКОшки, которые были в России, переходят и работают вместе с командой, которая в посольстве российском, перебегают и ЦРУшниками, перебегают в Украину, где их Кучма рад видеть. Главное, давайте бабки через USAID. Логично, этот проект, на который куча денег было потрачено из США, принадлежит США. И Трамп прекрасно понимает. Трампу вообще, по сути, насрать на Украину. Но те, кто этот проект делали, ему говорят: ты что, мы потеряем Украину. И все, мы ее просто потеряем. И потеряем кучу бабок, которые мы влили туда, в Украину. И он это понимает. Зеленский же просто спасает свою жопу.
И все. Вместе вот там под руководством бритов, да, и европейцев, ну, европейцев я имею в виду Еврокомиссии. Потому что там они редеют уже, очень редеют. Где-то стул уже отваливает, он переходит в формат Макрона. Просто что-то там попетушиться, поговорить какие-то слова, но по факту ничего. Макрону уже взяли яйца, обвязали, горло ему обвязали, он уже все, он уже парализован полностью. Бабки Украине он не выделяет, там беда полностью. В Германии сейчас тоже будет беда с этим. Поэтому поддержки, ну, только со стороны бритов и спасти собственную жопу и шкуру. Поэтому его сейчас не рассматривают. США получили официальное заявление от Зеленского, что он не согласен. Дальше они переходят ко второму акту. Акт уже с опытными бойцами, которые уже, ну, я имею в виду Порошенко, Тимошенко, да, и там другие лица. Потому что Кучма уже через своего Шрека начинает подключать эту вонючую партию, да, этого Бойко, который ходит и пердит на Порошенко, что типа Порошенко не дает проголосовать для увольнения министров. А Порошенко же идет по максимуму, хочет вообще разогнать весь этот, как его, Кабмин. Фронт. И движение по фронту, дорогие мои. Так что да, Трамп это прекрасно понимает, что сейчас ляжет фронт, они отправляют к Лукашенко, чтобы Лукашенко не подключился к этому фронту. Лукашенко уже не один раз обманывали, особенно когда выпустили этого чмыря, который сейчас бегает и собирает какую-то коалицию против Лукашенко. Ну, фронт. Дальше уже фронт. Ну, Америка-то согласна. Ну, я думаю, сейчас больше дело за Америкой. У России одно дело, это идти по фронту. Так что так, дорогие мои, готовлю новости. Вот. Это так для разъяснения перед новостями, чтобы никто не какие-то в себе. Все идет куда нужно, в нужную сторону на большой скорости. Подписываемся обязательно, дорогие мои. Всех обнял.